О том, что Катя больна, семья узнала практически сразу после ее рождения. Из-за болезни в организме постоянно появлялись кисты, и спасти могла только дорогостоящая операция. Артур и Маша сказали врачам, что деньги обязательно найдут. Времени оставалось не так много, всего пара лет. Доктор объяснил, что долго тянуть нельзя. Когда ребенку исполнится 3 года, ситуация может стать необратимой. Поэтому операцию нужно было сделать до этого момента. Семье неоткуда было взять большую сумму. Оставалось только копить. 1,5 года у них ушло, чтобы собрать чуть больше половины нужных средств. Время еще оставалось, и Артур постоянно пропадал на работе, работая допоздна. В тот вечер он возвращался домой после очередного заказа. Была зима, и дорогу немного замело. Видимость была на нуле. Мужчина сильно снизил скорость и теперь двигался в направлении ближайшего поселка. Его уже было видно, вдалеке горел слабый фонарь. В темноте и по завьюженной местности почти ничего нельзя было разглядеть. Дорога освещалась лишь на несколько метров вперед. В этот момент прямо посреди трассы Артур заметил силуэт. Ехал он медленно, поэтому успел затормозить. Сработала реакция, ведь он даже не понял, что произошло. В окно он разглядел длинные женские волосы. Попытался докричаться до девушки, потому что побаивался выходить в неизвестность. Но та не реагировала, и ему пришлось выбраться из салона. На улице он попытался привести незнакомку в чувство, однако та почти не реагировала. Лишь слабо шевелилась и открыла глаза. В них была сплошная пустота. Мужчина понял, что ее нужно срочно доставить в больницу. На ней практически не было одежды, лишь тонкая футболка и белье. Артур поднял ее на руки и занес в салон. Там он включил печку на максимум и укутал девушку в куртку, а затем направился к ближайшей больнице. Прошло немало времени, прежде чем к незнакомке вернулось сознание. Постепенно бледная кожа заиграла красками, и мужчина спросил, как ее зовут. Девушка представилась Алиной, но не торопилась отвечать на вопрос, как она оказалась без одежды в метель на пустой дороге. Сказала, что это плохая история, и она не хочет ее рассказывать. Артур настоял, ведь ему нужно было знать хоть какие-то подробности, когда полиция начнет приставать к нему с вопросами. Тогда Алина решилась коротко объясниться. Конечно, от ее слов яснее почти не стало. Как рассказала девушка, муж и его приятели вывезли ее на дорогу. Она сказала супругу, что бизнес прогорел, хотя это было не так, и тот, будучи совладельцем дела, решил от нее избавиться. Алина не знала, что ему дало это решение, но это все, о чем ей известно. Лишь благодаря Артуру она осталась жива. По дороге мужчина пытался понять, почему ее муж так поступил, но никаким выводом так и не пришел. Через час они доехали до больницы, куда обычно он привозил и дочь. Медики тут же занялись пациенткой, состояние которой было тяжелым. У нее были отморожены руки и ноги, да и в целом ей пришлось непросто после столь длительного пребывания на морозе. Врач поинтересовался, кем приходится девушке Артур, на что тот рассказал, как все было, и объяснил, что видит ее первый раз, а в полицию он пока не сообщал, поскольку первым делом решил, что ей нужна медицинская помощь. Так и оказалось. Врач сказал, что сам позвонит в органы и попросил его дождаться приезда полицейских. Скрывать мужчине было нечего, поэтому он остался в больнице. Правда, ничего полезного он бы не смог сказать, но все же должен был хоть что-то попытаться объяснить. Вскоре приехал полицейский, который расспрашивал Артура. Тот сообщил ему лишь то, о чем узнал от девушки. Информации было мало, и вскоре от него отстали. Он смог вернуться домой к жене и дочери. Супруге он объяснил, почему пришлось задержаться. Маша порадовалась, что он оказался в нужном месте и спас девушку от верной смерти. Утром ему позвонили из больницы, попросив вновь приехать. Алина очень хотела встретиться со своим спасителем, и он не стал ей отказывать. Она лежала в отдельной палате и сразу начала благодарить Артура за то, что он спас ей жизнь. Конечно, он засмущался от ее благодарности. Тем более, что ничего особенного не сделал, просто оказался в нужном месте в нужное время. Не мог же он в самом деле просто проехать, мимо любой бы оказал помощь. Но девушка все равно его благодарила. Она узнала, что он часто бывает в этой больнице с дочкой. Артура словно прорвало. Он начал рассказывать ей о болезни Кати, о том, как они пытаются накопить нужную сумму на операцию. Когда он уходил из палаты, настроение было паршивым. Мужчина понимал, что спас незнакомку, но при этом ничем не может помочь родной дочери. Денег пока еще не хватало, а времени практически не оставалось. Прошло несколько дней, и ему снова позвонили из больницы. На этот раз главный врач. Он сказал, что на его счет поступили деньги, которые необходимы для оплаты операции.
и теперь им нужно лишь явиться в клинику, чтобы согласовать время и сделать все необходимые анализы. Артур был в шоке. Он и представить не мог, откуда взялись деньги. Зато понимал, что заявка на операцию уже одобрена, и теперь его дочь могли спасти. Все еще ничего не понимая, он вместе с женой и Катей отправился в больницу. Девочку тут же положили в палату и начали готовить к операции. Все это заняло пару дней, и вскоре самое страшное осталось позади. Конечно, какое-то время дочери еще предстояло восстанавливаться, но теперь у нее было нормальное будущее. Артур и Маша были с дочкой, когда она очнулась. В этот момент в палату зашла и Алина. Хотя мужчина даже не сразу узнал в этой представительной и красивой девушке ту замерзшую незнакомку, которую неделю назад увидел на дороге. Она порадовалась, что девочке стало лучше, и тогда Артура осенило, именно она помогла оплатить операцию. Алина не стала ничего скрывать ей и в самом деле хотела сделать хоть что-то для своего спасителя, ведь именно благодаря ему она осталась в живых, а денег у нее хватало. Конечно, у Артура не было никаких корыстных мотивов, когда он помогал девушке. Он всего лишь хотел спасти человека, оказавшегося в беде, но судьба была благосклонна к нему, и за свой добрый поступок мужчина был сполна вознагражден. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.